Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас на тренировке мастер спорта Иванова Наталья. Мы будем увеличивать сегодня силу удара сбоку. Смотрите, наслаждайтесь. Вот смотри, Наталья, у тебя было когда-нибудь такое, что меняешь ты тренера, да, и тебе всю систему приходится заново все менять? То есть один тренер говорит, делай так, другой говорит, так не делай, делай вот так. Вот на самом деле, я тебе скажу, что переучить человека невозможно. Если ты однажды научилась так, это с тобой останется навсегда. Но можно научить заново. То есть весь механизм обучения, он связан с упражнениями. Вот хочешь увеличить силу своего удара? Если ты хочешь увеличить силу удара, для этого надо сделать просто упражнение. Определенный набор упражнений, который тебя подведет. Вот сегодня у нас будет подводящее упражнение как раз уже для высокого уровня бойцов. То есть они тоже, это как бы советское наследие, то есть мастеров спорта, ну, как сказать, вот улучшали, вот само качество. Вот тебе надо увеличить силу удара, вот качество удара. Есть очень хорошее подводящее упражнение, смотри. То есть ты к мешкам, вот здесь, ну, все размеры, когда подушки делали, то есть уже все вот эти математические расчеты уже были сделаны. Поэтому смотри, чтобы ударить сильно, боковой удар, тебе надо развернуть корпус. Но не просто корпус, еще и довернуть плечо. То есть сделать вот такую вот вещь. Видишь? Все просто. Одна, вторая. Одна, вторая. Одна, вторая. Чтобы уйти вот от этих маховых движений, потому что такие удары тоже в боксе есть, а уже бить всем корпусом. На самом деле, то есть, ну вот в реалиях боя, твой боковой удар будет идти до линии вот этой ноги. То есть вот он. У него очень короткая часть, очень короткая база. Можно делать ее с замахом, но это будет очень-очень долго. И такие удары в бою очень часто боксеры делают, особенно когда вот уже начинают утомляться. Мы сейчас говорим об очень коротком ударе. Вот он. Вот он выносится. Если ты руку заведешь за ногу, то потеряешь время. То есть надо будет потом из этого положения выходить. Но очень неудобно будет. А здесь у тебя сразу, смотри, видишь, подвод комбинации идет. Прямой сбоку, прямой сбоку. Либо еще один боковой. И боковой этот я тоже должен тянуть вот до этой ноги. Но может получиться так, что у тебя соперник не будет стоять на этой ноге. То есть у тебя получится вот. До этой ноги дотянула, а до этой ноги уже не надо тянуть. Поэтому ты выбираешь уже удар снизу. Чтобы тебе не растягиваться движением, уже снизу подводишь. Вот тебе такая вот небольшая вот серия. Чтобы ее четко вставить в свой рисунок, потихоньку начинаешь отбивать. Здесь очень много таких скрытых моментов, очень много. Поехали, попробуй. Фронтально вставать? Да, лучше стань фронтально, потому что по-другому ты просто не сможешь. Голову. Смотри, вот так. Смотришь всегда на меня. Но единственный момент, у тебя голова немножко в мою сторону разворачивается. Да, ты можешь еще ее подвернуть, чтобы его у меня видела. О, хорошо. И полный разворот. Вот, ручку не отводи, не меняй его. Хорошо. О, и потихонечку начинаешь упирать. Сейчас пару раз в подушку посмотри, чтобы ты точно уже знала, куда бить. Во. Теперь смотришь на меня и начинаешь, разгоняешь тело. Вот смотри, видишь, ручка у тебя начинает нырять. Вот. Вот, молодец. Во, резче. Весь твой, как бы потенциал, он во вращении. О, видишь, когда от подушки отлетаешь, да, устойчивость сразу нарушается. И очень сложно так ударить. Но вот это вот именно правильная модель короткого удара. Хотя делаешь ты ее со всего разворота. То есть всю маховую часть вбиваешь. О, и сильно. И сильно. И сильно. И сильно. Молодец. О, теперь смотри, вот сейчас начинаешь уже делать небольшой такой, как вот, знаешь, это даже не шаг, а просто как, знаешь, как такой, как выступ. Раз, нашагнула. Во, хорошо. И в другую сторону. Да. Вот, чуть-чуть ногой помогаешь, подшагиваешь. Вот. Вот этим маленьким, стой, на меня посмотри. Сейчас. Вот этим маленьким подшагом
ты себя балансируешь. То есть, когда ты подшагиваешь, видишь, ножка у меня начинает в эту сторону смотреть. И мне проще уже будет свернуть. О, просто сюда чуть-чуть, раз. Смотри как, раз. И ты уже можешь уже всю силу вот этого разворота взять в удар. И раз. И раз. Тут самое главное тоже как бы, не перекрутиться. Здесь очень четкий баланс должен быть. Попробуй. Пока в одну тогда подушку я пью. Да, пока только в одну подушку. О. Чуть-чуть. Стоп. Еще сюда сместись. Не, во. Вот. Не, смотри. Ножку чуть-чуть вперед. Видишь, ты ее отставляешь, поэтому тебя начинает колбасить. Вперед ее чуть-чуть выведи. Во. Назад верни. Еще назад верни. То есть у тебя получается, смотри как. На меня посмотри. То есть ты делаешь вот. Вот это сделай. Вот эту часть. Вот. А теперь на эту часть надави. Вот. Молодец. О, еще раз. Вот, видишь, как бы добавила только один маленький элемент. Ногу добавила, и уже вращение у тебя гораздо глубже пошло. Когда ногу выдвигаешь вперед, у тебя увеличивается вот этот вот, как радиус разворота твоего. Попробуй. Еще раз. Четко на ногах стой, четко. Тебе для этого и шажок делается, чтобы ты более устойчиво себя чувствовал. Видишь, откидывает как. Это нормально. Вот, хорошо, балансируй себя. Раз. Вот когда тебя откидывает, ты как бы уже, заряжаешься. Вот, хорошо. Вот, молодец. О, закончили. Молодец. Теперь смотри. Система работает уже на шаге. То есть сейчас мы делали на месте только для того, чтобы ты научилась полностью разворачивать свое тело. Это, еще раз говорю, это не удар. Но вот этот элемент усиливает удар. Потому что в бою у тебя будет невероятное количество модификаций, которые ты будешь делать. Потому что удар один, но модификаций масса. Ты начинаешь, как говорят, потихонечку идти. Можешь идти с прямым ударом. Одна подушка, один удар. Вторая подушка, два удара. Раз, два. Здесь очень точная техника должна быть. Третья подушка, три удара. Смотри внимательно. Раз, ноги, два, три. Четвертая, 4 удара. Все делаешь на шаге. И раз, два, три, 4. То есть надо рассчитать расстояние шага и удара. Поэтому пока делай медленно. На один удар просто. Раз, два, собралась, отвела, бам! Раз, два, да. Тут можно как бы рисуночки такие красивые делать, там, с имитацией защиты. Два, раз, подошел, раз, два, три. И раз. И раз, два, три, 4. То есть теперь смотри, бьешь на счет. Вот под этот счет это тоже очень важная вещь. Когда ты сама себе считаешь, у тебя правильно выходит воздух. И раз, два, три. Видишь, дыхание должно быть громким. Поняла? И поехали потихоньку. И да, ты сама ведешь счет, сама себе говоришь, и под этот счет дышишь. 2. Раз, два. О. Раз, два, три. О. Раз, два, три, 4. Хорошо, молодец. Поняла систему? Угу. Вот теперь надо со всей силы бить. И еще один момент. Смотри, как у тебя получается. Вот сюда встань. Смотри. То есть ты растягиваешься очень, видишь, много тут. Да. То есть у тебя самая короткая часть. То есть у тебя только разворотная часть. Видишь, нога? Вот ты бьешь к ноге. Раз. Вот это вот все тебя должно настроить на удар. Здесь, я говорю, очень много таких вот, тоже подводящих форм. Тут финты можно вставлять и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы ты не останавливала ноги. И видишь, как короткая часть. Раз. Два. Дальше. Аджа. Ах, хорошо. И раз. Тело отвела. 2. 3. Смотришь всегда прямо. Попробуй. Хорошо.
Хорошо. Молодец. Вот, теперь также идешь назад. 4 удара. Бьешь? 3 удара, 2 удара. Да. Также пятишься. На меня смотри. Поехали. Хорошо. 1. На меня. 1. 2. 3. 4. Вот смотри, чтобы тебе еще полегче было. Прям считаешь. Смотри. 1, 2, 3, 4. Чтобы правильное дыхание, чтобы у тебя немножко как бы, как это правильно сказать, такой, должно быть грубое дыхание, такое резкое. Его очень сложно поставить, поэтому подсчет, когда ты вот сама себе считаешь. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Чем я двигаю? 1. 1. Вот ты интуитивно берешь руку в замах. Ты все равно ее отводишь сюда. Но тебе каким-то, не знаю, вот образом удается вот эту вот скорость балансировать. То есть, да, ты тело как бы ведешь, хорошо, но рука у тебя успевает в самый последний момент прижаться. Это, как бы правильно. Можно так. Еще раз сосредоточься вот на этой базовой силе, которая у тебя в твоей спине. И перенос веса тела совсем Еще раз. Вот, хорошо. Вот теперь 2. 1, 2. Еще раз. 1, 2. Еще раз. 1, 2. И вместе со мной сейчас. Чуть-чуть. Нет, чуть-чуть плечо отведи. Медленно, спокойно. 1. Еще раз. 2. Теперь вот за этой рукой следи. Ее, как бы лучше, чтобы она вот, как это сказать, была заряжена у тебя уже. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот смотри, что сейчас произошло. Мы бились с одной частотой. Но ты шла по большому кругу, а я шел по малому кругу. Заметила это? Вот еще раз смотри. Давай еще разок. Я заметила, но я себя не вижу со стороны. Да, но вот смотри, когда ты на меня смотришь... С одной частотой я же успевала. Да, ты успевала, молодец. Но ты больше делала. Да? То есть у тебя больше был замах. Еще раз. Медленно, спокойно. Наблюдай за мной. Потому что вот это зеркальное отражение тебе поможет с меня считать правильное движение. 1, 2, 3, 4. Тело. Видишь, я отвожу. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Видишь, хорошо как пошло. Теперь еще одно упражнение. Смотри, становишься вот так. То есть, как бы, чтоб ты понимала, вот подушка. То есть, смотри, сейчас пока, чтобы ты поняла. Смотри, удар у тебя будет смещаться вот так в сторону. То есть ты руку вот держишь, смотри, и начинаешь. Сначала первое плечо выводишь. И вот от этого плеча начинаешь уже запускать. Смотри, как это происходит. Очень важная вещь. Смотри, вот видишь, куда я на сторону иду? И у меня вся геометрия тела идет на сторону. Видишь? То есть я ухожу от соперника. Можно прям некоторые прям вот так вот уклоняются, чтобы удар точно в середину подушки был. То есть середина подушки – это голова. То есть, как бы как продолжение, чтобы понятно было. Вот теперь смотри, как у тебя идет удар. Ты вот здесь раскачиваешь. И вот такие вот, видишь, вот он, подход. Плечо. И от плеча. И удар. И удар. Пробуешь. Видишь, как тебя относят? Вот смотри. Вот здесь самый главный, вот этот вот стабилизирующий фактор. Ноги тебя должны стабилизировать. Стой, подожди.
Смотри. Вот так. Ты смещаешься вот. Все, больше не смещайся. Вот у тебя раскачка. Вот выстрел. И выстрел. Выстрел. Видишь, короткая часть у тебя работает. Вот, видишь, ты сейчас остановилась. А надо вот продолжать. Вот. Вот. И раз. 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 Стоп. Стоп. На меня смотри. Вот. Вот ты делаешь. Еще раз. Вот ты качаешь. И вот это вот движение, да, оно и усиливает. Во. Во. Молодец. Во. На меня смотри. Во. Хорошо. Прямой удар или... Это модификация. Это не совсем прямой удар. И не совсем боковой удар. Это упражнение, которое помогает развить силу и Обязательно бить прямому. ладошкой вниз? Как-то вот так? Или... Смотри, ты можешь чуть-чуть сейчас, Повернуть. да, чуть-чуть можешь повернуть кулак, чтобы он у тебя не идеально ладошкой в пол шел, а чуть-чуть был развернут. Потому что идеально почему-то неудобно. Неудобно? Ну, видишь, у тебя просто, как сказать, еще нет такой вот развитой системы мышц рук. Потому что боксер ложит руку, может и так положить, может даже развернуть ее. И даже вот так может ее скрутить. То есть во всех вот этих вот, видишь, какая вот должна быть богатая мускулатура. То есть, ну, она богата, ну, можешь потрогать, она железная. То есть реально как железная. То есть вот это вот и есть стабилизирующие мышцы, которые держат кулак, чтобы тебе его не выносило. Поэтому вот новичков желательно учить бить удары голой рукой. То есть в моем случае так было. Ну и тогда с бинтами была большая проблема. То есть брали просто марлевый бинт, все. Каждый раз на тренировку марлевый бинт не потаскаешь. Ну, тогда было так. Теперь еще раз, да. Еще раз, чуть-чуть ты вкач. Бам! Бам! Во. Вот этот вот кач тебе должен помочь с весом. Вот, хорошо. Во. На выдохе. Раз! 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 Закончили. Теперь смотри. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Чтобы спина у тебя начала гулять, чтобы ты не была вот бьешь, да, ну да, сила мышц, да, но когда столько мышц нету и нет такой силы в мышцах, ты помогаешь вот именно вот этими вот движениями. Вот чем отличается мужской бокс от женского бокса? Это всего лишь, ну, набором вот мускулов. Понимаешь, мужчины очень сильные, поэтому он может, да, рукой продавить. Ты рукой не сможешь продавить, потому что, ну, чтобы так раскачаться, у тебя, Строение. да, тело все изменится у тебя. То есть треугольная спина будет, плечи вот такие вот. Поэтому ты берешь за счет, ну, как говорят, чистой физики. То есть ты просто гонишь ногами в сторону. Во, и качаешься влево и вправо. Раз, Во, раз, два, раз, чуть-чуть поближе. Во, молодец. Стоп. Теперь чуть-чуть отойди и попробуй, чтобы у тебя реально рука уже шла к выпрямлению. Но смотри, в локте тебе надо ставить всего лишь 10 градусов. То есть идеально ровного локтя на самом деле в реалиях боя не бывает. Это крайне сложно выйти на прямую руку. Поэтому все равно у тебя кривизна будет. Поэтому не бойся этой кривизны и оставляй ее. С другой стороны, это, ну, по медицинским показателям, ну, как бы, да, правильно, 10 буквально градусов. То есть вот у тебя получается. Рука похожа на прямую, но она не прямая. Раз, раз. Ручку можешь оставлять на снаряде, чтобы тебе как бы, да, зависать. Потому что вот это вот правильное положение. Ты от правильного положения и несешь удар. Видишь, вот я смещаюсь. То есть получается так, что на снаряд сам ложиться нельзя. Но в некоторых упражнениях, чтобы понять, как работает тело, необходимо лечь на снаряд, чтобы понять уже саму форму. Вот видишь, хорошо. Раз, хорошо. Хорошо. И поехали. Вот, Наталья очень быстро учится. Вот что значит мастер спорта. Поэтому, парни, берите на вооружение упражнения
И не стесняйтесь делать упражнения, потому что, еще раз говорю, мастерство определяется набором, целым набором определенных навыков и качеств, которые вы развиваете. Не стесняйтесь их развивать, если, грубо говоря, вы уже далеко не новичок. Поэтому старайтесь. Добра, любви вам. До новых встреч.